Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Жената. На улице зима, и сейчас самое время для того, чтобы заготавливать необходимый материал для дубовых бочек. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал вам, какими двумя способами я пользуюсь при раскалывании дубовых бревен на заготовки под нашу клепку. В сегодняшнем видео я вам покажу, какой нужно дуб брать для того, чтобы у вас получились качественные клепки. И, соответственно, потом, чтобы сделать из них качественные и красивые дубовые бочки. Для того, чтобы заготовить качественную клепку, нам необходимо выбрать дубовый ствол, в котором нету сучьев, веток. То есть наш ствол должен быть абсолютно прямым. Для начала нам необходимо распилить наш дубовый ствол на бревна определенной длины, в зависимости от той длины, какая у нас клепка. Данные дубовые бревна попилены длиной 80 сантиметров. И также я сделал пару бревен длиной 50 сантиметров для бочек поменьше. Чем примечательный данный материал? Значит, у нас заболонь очень маленькая, то есть у нас выход деловой древесины в принципе будет отличный. Плюс расстояние между годовыми кольцами у нас очень плотные, очень маленькие. То есть у нас очень плотная древесина. Значит, такой дуб идеально подходит для того, чтобы сделать бочки, дубовые бочки под жидкий продукт, то есть под наш алкоголь. После распила дубового ствола на бревна нам необходимо расколоть каждое бревно как минимум на 4 части. И дальше, используя ленточную пилу или циркулярку, распустить наше бревнышко на необходимые клепки. Вот такой замечательный материал я приобрел. После раскола дубовых бревен на 4 части нам нужно отделить заболонь, и потом можно опускать наши четвертинки на дальнейший распуск циркулярки или ленточной пиле для заготовки наших клепок.
Вот у нас готовая четвертушка для дальнейшей распиловки. Итак, друзья, я сделал на наших заготовках перпендикулярные две стороны, хорошо их профуганил. Теперь установил пильный диск и установлю параллельный упор на ширину нашей будущей клепки. Короткие заготовки у меня длиной по 50 сантиметров. Это заготовки на бочку объемом до 20 литров. Максимальная длина клепки бочки 20 литров это 42,5 сантиметра. Ширина клепки минимальная 42 миллиметра. У меня такая сделана на шаблоне. Что касаемо толщины нашей клепки, значит, для бочек объемом 20 литров толщина клепки должна быть 18 миллиметров. Но учитывая то, что при сушке древесина будет уменьшаться в объеме, то есть необходимо учитывать коэффициент усушки. Для дубовых чурок это 8-12%, поэтому толщину клепки на нашем упоре я выставлю примерно 21 мм. Даже после усушки у меня будет нормальный запас для того, чтобы сделать стандартную толщину клепки. Друзья, после распуска у меня получаются вот такие вот заготовки, примерно такой ширины, и толщина наша 21 миллиметр. Клепка исключительно радиального распила, направление ходовых колец идет у нас перпендикулярно нашей плоскости. Потом данную заготовку я буду распускать на клепочке необходимой мне ширины, в зависимости от объема бочки. И таким образом я распускаю
наши бревна. Остальную часть я переверну и буду резать вот в этом направлении, тоже получая радиальный распил. Кому интересно, какие есть способы распила или заготовки древесины, у меня уже было видео, можете посмотреть на канале. Там я подробно рассказываю о двух способах заготовки клепки. То есть вот таком, когда мы колем бревно на 4 части, потом распиливаем, получая радиальный распил. И также второй способ, когда у нас уже есть дубовая доска, и нам необходимо с нее получить тоже клепку радиального распила. Кому интересно, заходите на канал и смотрите. Вот, друзья, я уже начал распускать длинные заготовки. Потом распущу их на клепочки. А вот такие, возможно, оставлю для днищ. На днище нам клепка нужна пошире. Поэтому я думаю, что с коротких заготовок оставлю также клепочку на днище. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, берите мои идеи на вооружение и подписывайтесь на канал. До новых встреч!